В 1941 году мне было 17. Я был токарем. На заводе Ильича. Такой, это там около завода Сталина, потом Ленинградский металлический завод. Но, по силе дела, поработать я толком и не поспел. Потому что потом, когда началась блокада, блокаду я провел в Ленинграде. Мы были на даче в Петергофе, снимала сестра моя, она уже замужем была, уже была девочка, они там снимали комнаты, и мы приехали к ним в гости с другом со своим, ныне покойным уже тоже, Саша такой Клеменков был. И мы, значит, должны были тетка приехать. Долго поезд почему-то не приходил, когда приехали, все вышли все из поезда, все в таком... Война, началась война. Ну, мы как воспринимали это, значит, все мальчишки пока... Так, война, значит, война. У нас только что финская прошла, и мы победно вроде бы думаем, что так оно и будет через там... Началась эта война. Вот так я, значит, узнал, что это такое война. Я работал до ноября 1941 года. До ноября. А надо было ходить на работу. Потом уже нас хотели перевести на казарменные. А надо было от Троицкого собора ходить, где завод металлический, вот это туда. Представляете себе, куда-то? Ленинградский металлический. Да, туда. Это через весь далеко. город мне просто не дойти было. И я уволился. И уже тогда я перешел на иждивенческую карточку. И вот тогда уже потом отец пришел и немножко нас поддержал. Они стояли, теперь это, как бы сказать, средняя рогатка. Туда, за электросилу. Стали средняя рогатка. А командование ленинградцев отпускало. Потом, когда затишье было, потом же позиционная война была уже. Уже не бегали друг на друга. Значит, они собирали, значит, большие санки, нарубленные дровишки какие-то, и хоть какую-нибудь еду. Дуранда, хряпа с пшеном. Немного хлеба они каким-то образом нашли, даже песочек был немножко. И вот 5 или 6 человек, значит, их пропускали через Электросиловский, это был кордон, и он пришел, это был где-то начало января. Мы с 3 часов с мамой ложились и лежали в кухоньке, у нас была буржуечка, туалет был закрыт. И, значит, он пришел. А мы с матерью были вшивые, в вшах, голодные вши были. Он пришел с мешочком, деда, нас покормил, говорит, только не надо много, только тихонечко. Покормил нас, обрил, остриг, нагрел воды, бегал на чердак, снег каких-то нам набрал, помыл нас и остался ночевать. Вот. Ну, на утро он ушел. И вот в этой кухоньке мы с мамой провели эту блокаду. А топили чем? Я воровал урны. Деревянные урны были. Почему-то я из Троицкого, из Зародной, тогда это было 13-я Красноармейская, с Измайловского приходил и брал эти урны, железную штуку выкидывал, приносил. И потом мы сожгли свой гарнитур. У нас еще это была моей бабушке, вот эта, которая была крещенная, значит, дала приданное. Был красивый там диван, 2 кресла, стол. Мы все это сломал, перил и все сжег. В конце мая 1942 года меня забрали. То есть, что забрали? Взяли нас в армию, нас взяли в армию.
Но нас 2 месяца кормили, подкармливали, как даже пивные дрожжи были. И уже тогда американская помощь была, вот, субпродукты, там консервные банки, с чем-то очень вкусным было. Это нас подкормили. Нас подкормили, мы хоть встали. Такая. И я там пробовал 5 месяцев, и тут была подготовлена уже операция, если, как вы знаете, первый прорыв на Шлиссельбург. Вот это было мое первое боевое крещение. Это какой месяц? Это был, сейчас я вам скажу точно, это было где-то конец ноября, начало декабря. А перед этим нас еще, когда в октябре подмерзло, у нас немножко, нас во Всеволожской, мы там стояли, мы, курсанты, подготавливались на замерзшем озере, значит, в атаку. Бежим в атаку, ложись! И мы ложили. Вперед! Это нас подготавливало к броску через Неву. И была первая артподготовка. И тогда туда привезли первые установки «Катюш». И нас предупредили, мы были на первых линиях, что когда будут зеленые ракеты, значит, пошел в атаку. Только перед этим будет 15-минутная артподготовка «Катюш». Так вы заткните уши и откройте рты, чтобы не полопались. Это было нечто, Алёша. Это не передать. Когда мы ворвались в Шлиссельбург, то снега не было. Да, а когда мы бежали через Неву, они даже не отвечали огнем. И полк, значит, лег. Тишина. Ведь когда стреляют, значит, вроде как нормально, бежишь, тут тишина была. То есть они даже были на того обалдевшие от этого удара, что они нас снова подняли, и мы ворвались туда. Значит, это было первое наше боевое крещение. И второе. Когда мы ворвались, значит, туда, я же тогда еще не в разведке был, а просто в батальоне, там наш командир говорит, вот там дзот, забросайте его. А там, значит, пулемет стреляет. Но мы не в лоб, потому что мы как бы с другой стороны. Мы забросали его гранатами, и открылась дверь от грохота. И мы туда ворвались. 3 или 4 человека и нас, ребят. И там, значит, смотрим, так развернувшись, на нас с автоматом смотрит немец. И мы тут... Это был первый человек, которого я застрелил. Мы втроем как бабахнули все туда, на него. А потом уже когда подошли, а он, оказывается, штрафник. Он прикованный к пулемету. Видимо, тоже штрафные роты, тоже у них тоже же были. Видно, каким-то наказанием это было, чтобы не ушел, чтобы стрелял до конца, пока не убьют. Надо вам сказать, Алёша, что обижаться на что-то нет. Нам ночью подвозили валенки, а как-то не сушили, к утру привозили ботинки и кормили. Правда, были такие истории, когда наши ребята ходили, там была какая-то переправа, ползком перебирали, а еда была не рюкзаки, а эти большие термоса. И в них было первое и второе вместе, как бы такая густая каша. Так они иногда хулиганили, эти самые немецкие снайпера. Он бил не солдата, а бил в него пули. И мы оставались без еды. Но у нас всегда был неприкосновенный запас. Поэтому фронт для меня остался вот таким вот товариществом, большим товариществом. Были друзья. И 22-го, да, когда я ушел в полковую разведку. Меня вызвали в СМЕРШ. Старший лейтенант. Сержант, вот ты пошел в разведку. Да. Ты знаешь, что с тобой будет, если ты попадешь в плен? Ты же ведь комсомолец? Да.
Еврей. Ты знаешь, что с тобой сделаю? Я говорю, ну, предполагаю. Ну, так, может, уйдешь? Я говорю, нет, не уйду. Ну, тогда иди, воюй. Вот такой был разговор. И мы ходили, значит, первые брали, ну, я, как видите, не геройский такой, ну, крепенький мальчонка-то был, крепенький такой. Вот. И у нас была группа захвата, это были моряки, списанные из флота. И ребятишки были тогда как надо. Вот. Был удачный поход, мы взяли пленного и получили первые награды. Ну и мы, значит, вот на вторую пошли, и вот неудачно получилось. Это было в ночь с 22 на 23 июля 43 года. Я был тяжело ранен. Я, значит, они шли, ребята уходили с пленным, уходили. Мы говорили, уходите. С пленным они уходили, а мы прикрыли. Надо было 12 человек. Первое тяжелое ранение все дали мне в руку, вот сюда. Потом я уже много лет спустя благодарил всех тех немцев, которые в меня стреляли все неразрывными пулями. Поэтому все, что на мне, и ноги прострелены, и рука прострелена, и другая, все неразрывными пулями. Слава Богу. Вот. И на мне был панцирь. Нам давали разведчикам панцирь. Это прообраз теперешних. Вот. И поэтому, когда уже потом на сладкое ударила мина, и мне ударила в глаз, и весь бок, то есть вся грудь моя была целая, она не была тронута, вот только бок, задница, плечо было шан. Я остался на поле боя и был подобран только в ночь на 25 число. Я почти 3 суток провалялся на поле боя. Но не подойти было, не взять никак ничего, лежали мы. Потом, значит, была подготовочка, и нас санитарки, девочки, о, говорит, сержант лежит, убитый. О, говорит, он живой. Это меня забрали. Я попал в госпиталь. У меня осколок сорвал веко и вошел в глаз. Пробил глаз и остался около мозга. Он и сейчас там. Вот трогать нельзя. Поэтому я инвалид. Потому что у меня черепно-мозговая травма считается. Потому что если его стронуть, они говорят, что ты или помрешь, или дурачком будешь, потому что он прирос к оболочке мозга. Примерно больше горошины немножко. И поэтому, а тогда пластические операции никакие не делались, и у меня поставили стеклянный глаз. Ужасное впечатление было, такое некрасивое. Но я однажды даже солдат в госпитале очень хорошо посмешил. У меня этот глаз был, я всегда ходил так, потому что если я сильно наклонюсь, он выпадет, стеклянный этот глаз. Да. И вот, значит, я сижу, значит, и вдруг, значит, я чувствую, что я сейчас чихну. И как чихнул, и глаз у меня вылетел. Раненые, которые лежали, сползли с кроватей. Это было нечто, Алёша. Умирали мужики. Сестра там уписывалась, наверное. Больше протез не носил. Там и сейчас, когда мы ездили, у нас было по 13 автобусов ветеранов. Сейчас вообще никого не собрать. Звонят, старушка мне звонит. Лёша, а не возьмешь ли ты командование? Какое? Ну вот дивизии наши. Никому не осталось, все померли. А ты самый молодой, тебе 87. Я говорю, ну сейчас саблю вперед и в атаку. Все ушли ребята, конечно. Когда нас снимали с учета, это солдат, это 50 лет, по-моему, да, офицеров, по-моему, 55, когда снимаются с учета, то военком Фрунзенского сказал, нас снимали напротив Витебского вокзала, был музей, медицинский музей войны был там. Он сказал, 24-му году досталось особенно тяжело. Они отголодали зиму, а потом ушли на фронт. И из каждой сотни вернулось только 4 человека. Так что я какой-то 4-й.